Смотрите во второй части программы. Почему для Дмитрия Медведева процесс Ходорковского-Лебедева определяющий? Это вопрос, не связанный напрямую с Ходорковским и с Лебедевым. У нас вообще Медведев когда-нибудь станет президентом или нет? Ходорковский стал фактором общественной жизни нашей страны. Да? Он человек, к мнению которого с ним можно соглашаться, можно спорить, но к его мнению прислушиваются в том числе и действующая власть. Вот у меня такое ощущение, что они вот его, наверное, считают врагом кровным. Они же такие все распальцованные у нас власти-то. Вот, они считают его кровным врагом на уровне Басаева. Вот у меня это ощущение такое. Да? Хотя это абсолютно абсурд. Там, Михаил Борисович интеллигентный парень, вот, не способный, на мой взгляд, никаким там поступкам, даже отдаленно напоминающим действия там, террористов и так далее и тому подобное. Вот они трусоваты, они слабоваты, они знают, что они неправы. Кроме того, они алчные, всю собственность они у него отобрали. Очевидно, что отобрали через Байкал Финанс Групп, который зарегистрирован был в рюмочный Лондон, там в Твери, да, позорище полное. Вот, очевидно, что тема это табу на всех официальных каналах и так далее. Знает кошка, чье мясо съела, короче говоря. Теперь, что касается меня, я вам так скажу, есть разница. Меня, кстати, многие вот, там, в Европе, там, в Америке спрашивают, а ты не боишься вот так открыто там, критиковать Путина, там, всю эту бригаду? Вот Ходорковский же это делал, вот смотри, что получилось. У нас есть разница с Ходорковским. Дело в том, что я никогда не занимался бизнесом крупным, никогда. Режим патологически боится людей самостоятельных и состоятельных. На самом деле есть один принципиальный вопрос, да, он совершенно принципиальный, он такой общий. Это вопрос, не связанный напрямую с Ходорковским и с Лебедевым. У нас вообще Медведев когда-нибудь станет президентом или нет? Ну, вот я считаю, я считаю, что он может стать президентом. Возможности у него очень ограничены, и времени у него очень мало, чтобы стать президентом, поскольку скоро уже так называемые выборы, но тем не менее. Вот одна из немногих возможностей стать ему президентом – это помиловать Ходорковского и Лебедева. И что тогда? Все. Борис, нет, через что 5 тогда? минут Путин перестает что быть тогда? Давайте национальным лидером. Давайте выстроим эту цепочку. Вот у меня, кстати, вопрос вот к Лене. Вот мы тут спорили по поводу помилования. Ну, понятно, что никакого прошения. Да, до передачи был такой у нас небольшой спор, мы заспорили. Кто должен инициировать вообще саму процедуру никакого помилования? Прошения с признанием вины, как Путин требует, не нужно, поскольку это не предусмотрено российским законом. Да. Совершенно верно. И ему не надо при этом, чтобы человек покаялся, встал на колени, там, поцеловал ручку. Вот это ничего не нужно. Да? То есть это все бред путинский, он просто плохой юрист, видимо, в школе КГБ неплохо учился, а в университете на юрфаке не очень. Вот. Но у меня вопрос-то на самом деле другой. Вот если будет подписан указ о помиловании, он может во время процесса быть обнародован, клетку откроют, и люди уйдут спокойно на улицу, или нет? Смотря что там будет написано. Написано помиловать. А он может это сделать? Но нигде это не запрещено. Он может помиловать его по первому приговору и по новым обвинениям, которые ему предъявлены. Вот смотрите, очень важный вопрос. Значит, что происходит сейчас в стране? Вот спрашивает некто Сергей. Спрашивает вчера в 22:43. Кризис и второе дело ЮКОСа. Сильнейшие внешние воздействия на систему, приводящие к ее разрушению, в ее сегодняшнем виде. То есть это бессистемное заливание отдельных очагов из помойного ведра при глобальном пожаре. Так считает Сергей. Вот когда все-таки критическая точка будет пройдена, и когда и кризис, и второе дело ЮКОСа действительно будут способны разрушить эту систему. В общем, мы дождемся это вопрос до граждан, приговора. Это вопрос граждан нашей страны. Сколько они еще будут голосовать за Единую Россию? Ну, там, во-первых, уже голосуй, не голосуй, да, все равно сами знаете, что бывает. Модернизация системы – это модернизация правовой системы. Егорова вчера, председатель Московского городского суда, выступала на Совете судей. И, в общем-то, прочитав это выступление, я не вижу, что что-то меняется. Все как было, так и есть. Скажите, и все-таки, Борис Ефимович, вопрос к вам. Вот... По поводу модернизации я могу сказать. Вот у нас Медведев обладает удивительной особенностью. Он, во-первых, известный российский блогер. Вот, возможно, он нашу передачу даже посмотрит. Это та сфера деятельности интернет, куда ему разрешает идти Путин.
поскольку сам ни черта в интернете не понимает. Вот. Единственная сфера, куда допущен Медведев, где он что-то может делать. Второе, он обладает удивительной способностью довольно правильные слова произносить, но абсолютно при этом ничего сутевого не делать. Ну да, за этим просто ничего не Да, из-за того, чтобы Путин, который временно отъехал там на набережную Краснопресненскую, остался у руля, они решили полностью перекорежить и государственное устройство, и судебную систему, и традицию, и конституцию уничтожить и растоптать по всем позициям. Вот. Они не способны никакой модернизации, пока мы их оттуда не вышвырнем. Я вам могу сообщить неприятную. Вот. Ни черта никакой модернизации не будет. Вот и все. Ну вот вы вчера были на Пушкинской площади. Я был, да. Да, и сколько вас пришло поддержать людей? Ну, было человек 50. Ну, 50. Не имеет никакого значения. Вот, например, с такой численностью вы собираетесь кого-то вышвыривать? Когда танки в Прагу входили, вышло 7 человек на Красную площадь. Все думали, что они сумасшедшие. Потом выяснилось, что они герои. Но долго пришлось ждать. Произошла такая метаморфоза за эти 6 лет. Вот его поначалу ненавидели, злорадствовали, когда его посадили. Вот олигарх, подонок, еврей, негодяй. Вот раскулачат его. Ну, если правильно делают, всех их кровопийц к ногтю. Когда все отобрали, посадили, и народ при этом счастливым не стал, все же думали, что они разбогатеют после этого. Выяснилось, что никакого счастья это не принесло. Деньги пошли на ЖКХ. Деньги пошли в госкорпорацию ЖКХ, самую коррумпированную, самую непрозрачную систему, которая есть в стране. Вот теперь спросите, сколько домов они отремонтировали в стране на те деньги, которые они скажут, забрали. Да, они скажут. А вы спросите не у них, а у людей, которые живут в лачугах, и у людей, которые живут в аварийном фонде. Что у них спрашивать? Они, конечно, скажут. Они-то живут на Рублевке все, между прочим. У них все отремонтировано. Не знаю уж за счет денег Ходорковского или нет, но у них точно все отремонтировано. Там уж не волнуйтесь, да. Все олигархи, Путин, Медведев, они все живут в одном месте. Вот. Но главное, надо понимать, что судья Данилкин вообще тут ни при чем. Неужели непонятно? Но это дело, понимаешь, после того, как было уничтожено независимое правосудие в стране, после того, как в стране из-за дела Ходорковского установилось басманное правосудие, судья Данилкин, даже если он нормальный там человек и так далее, если он хочет сохранить свое место, он должен будет учитывать позицию и мнение руководителя правительства и его правой руки Сечина. В противном случае он будет уничтожен как судья. Если он готов на пенсию идти, то есть, если это его последнее дело, в принципе, вот то, что мы говорили до эфира, если это последнее дело, тогда он может действительно там, выбирать, как матросы, там, подвиг Гастелло и так далее. Понимаешь, что он войдет в историю. Да, он войдет в историю, он будет символом несгибаемости русского судьи. Там. Если Данилкин человек вот такой исторический, вот я так пафосно скажу, если он историк, если он себя считает действительно принадлежащим к когорте независимых судей и так далее, и ему не стыдно там перед детьми, или вернее он испытывает стыд перед детьми, если совершает какие-то плохие поступки и так далее, тогда, конечно, судья Данилкин будет вести себя там, в соответствии с законом. Вот. Если же он обычный судья, каковых у нас подавляющее большинство, то что ему скажет начальник, то он и будет делать. Получит премию там какую-то, продвижение по службе. Может быть, ему Путин даст Героя России, как он раздавал там всем подряд, кто в деле Ходорковского участвовал. То есть, понимаете, это вопрос никакого отношения. То, что там Миша и Платон по IQ раз в 100 выше, наверное, чем прокуроры, которые обвиняют его там, во всех смертных грехах, это мне очевидно. Это видно невооруженным глазом, даже людям, которые к ним относятся, может быть, плохо. Дело-то не в этом. В этом суде ничего не решается. Это аттракцион. Хотя, конечно же, сам тот факт, что этот процесс идет, что он абсурден, этот факт становится достоянием все больше и больше количества людей, даже далеких от этого дела. И все эти люди, которые вот ровно так страну выстраивают, они рано или поздно со знаком минус и проклятыми войдут в историю. Вот я в каком смысле оптимист. Но вот это же очень конкретная вещь. Идет процесс, вот людям какие-то кошмарные обвинения предъявили. Вот в этом конкретном процессе быть оптимистом, ну, значит, плохо знать свою страну. Ну что же, вот я Хотя, я подчеркиваю, я был бы счастлив, рад, и первый бы пришел бы там встретить Мишу там, и Платона, и сказать им, что какие вы крутые, и какие вы несгибаемые, и как достойно вы себя вели на этом процессе. Я это готов сделать. Удачи и до следующих встреч.